вашему мнению, началось с СВО? То есть на политические темы. Не, ну можно, почему? В 2 словах ты не расскажешь. Да, у нас есть час. Как говорится, если хочешь с кем-то поссориться, начинай с ним говорить о политике или религии, поэтому лучше на такие темы, я считаю, с людьми не общаться в целом. НАТО полезло на Украину. Расширение НАТО. Расширение НАТО, да. Это опасно для России? Конечно. Да, это опасно, исключительно расширение НАТО. Как и обещали Горбачеву, не расширяться. Да. Да, но вот стали расширяться. Вот, и исключительно из-за этого у нас наш президент вынужден, я уверен, что он переживает за все это. Все мы переживаем, никто этого не хотел, но это вынуждена вся ситуация. Если честно, не углублялся в эту сферу, потому что нам все равно дают информацию дозированно, так же, как и везде, во всех странах. Да. Политика — это такая тонкая грань, и не все знают, что конкретно произошло. То, что именно произошло в 2014 году, на самом деле для меня непонятно. У меня часть родственников на Украине живет. А в Киеве у меня дядя живет. Вот, связь прервалась, никто не знает, где он и что и как с ним. Многие погибли уже на СВО, поэтому вся вот эта ситуация для меня, она непонятна, потому что у меня там есть родственники. Да, и что мы делим, для меня непонятно. Вся вот эта война, для чего она нужна была, я бы, наверное, сказал, это больше, может быть, для США нужно было, может быть, вообще. Для меня, вот честно, непонятно, кому это нужно. I think that the special military operation started because the Ukraine, using the American forces, American money, tried to escalate the conflict with Donbass. They tried to attack them non-stop, and Russia tried to discuss it, to communicate towards America politics and say that stop it or we would be involved. We can't stay and watch like people are dying near our borders, and it's really near Russia, like and they just escalated and they didn't stop and they tried to provoke us. For America, the special operation with Ukraine, the conflict that appeared there is really economic for America economics good. For Russia it's not good. Yeah. So if you want to find who is interested, you should just analyze who gets something from this. And America is the first country which gets something. So that was the main reason to help these people in the Donbass, basically. Yeah, one of the main reasons to help people from Donbass, to protect our borders. Не знаю, какие могут быть причины. Один человек решил, и все пошло-поехало. Общественное мнение особо никого не интересует в нашей стране. Ой, если честно, я не могу сказать. Я не знаю. Я вообще не разбираюсь. Хорошо, ты... Взрослые вопросы. Сколько тебе лет? 19. Хорошо. Почему началось СВО? Потому что капитализм в мире, и нашему капитализму западному в определенный момент стало не по пути. Западному с нашим тоже не подружиться. И, естественно, как и Вторая мировая, так и эта война начинается из экономических причин, сопутствующих капиталистической системе. Собственно, все. Кому тогда это выгодно? Кому выгодно? Да всем, кто деньги с этого имеет.
конкретно большому капиталу. Потому что наш капитал на Запад не пускают. От Украины пытались отрезать. Вот. Нашим капиталистам это, естественно, невыгодно. Вот. Плюс еще действительно было и притеснение населения, и геноцид по этническому признаку. Ну и все это друг другом наложилось. Но первая причина, конечно, экономическая. Я коммунист и как бы вижу все именно в этом разрезе. Вы знаете, я долго об этом думала, я вообще в политике не очень сильна, но мне кажется, что на самом деле никто из нас не знает основной главной причины. То есть это какие-то такие закулисные игры больших дяденек, которые нам, наверное, никогда не узнать, а может быть, когда-то и узнаем об этом, с чего это все началось. Мне кажется, это просто какая-то внутренняя дележка чего-то. И людьми играют просто как шахматами, пешками, я не знаю. И мы знаем только какие-то верха, которые нам показывают. Основное, наверное, даже тяжело об этом говорить. Что касается СВО, ну, я согласен, что да, это наша политика, мы ее поддерживаем, почему нет. Я считаю, что это правильно, потому что то, что происходило на Украине с 90-х годов, и считаю, что в принципе Украина как государство с 90-х годов это было предательство со стороны нашего руководства бывшего Советского Союза, когда Украина была за сохранение Советского Союза в составе России в том числе, да, Советского Союза. И поэтому это было предательство Беловежской пущи, это мое личное мнение. Я не вижу здесь какого-то там преступления с нашей стороны. Это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что само по себе государство Украина, оно не существовало никогда в нашей истории. Это исключительно польская история. И это исторический факт. Давайте почитаем историю, если вам это интересно, углубитесь в историю, почитать, откуда взялась мова, откуда взялась Украина и понятие Украины в принципе. Ну, почитайте историю. Ну, реально почитать историю. Я не говорю, что там я какой-то суперпатриот. Я аполитичный человек. Но я привык читать историю. Если вы почитаете историю, вы увидите, откуда появилась. Вы поймете, что город Львов была самая крупная русская община. То, что Владимир Ильич Ленин в свое время, к сожалению, отдал власть правления националистам украинским, да, которые, собственно, и создали так называемую Украину. Ну, это факт. Так было удобно, так было нужно. Хорошо, так, но СВО тогда начало, потому что это часть России просто, или как это понятно? Или вы просто обратно? Нет, СВО никаким образом не началось так просто. СВО в принципе не началось. Ну, что тогда сейчас происходит? Течение истории, она идет так, как она идет. Другое дело то, что, к сожалению, националисты в Украине, как и в Германии в свое время, заняли свое господствующее положение. Да? Маленькая группка начала влиять большой частью населения, как и в Германии, опять-таки, напоминаю, во время Адольфа Гитлера. И сейчас маленькая группа националистов требует чего-то того, чего неприемлемо для России, в том числе и для людей, которые живут на территории Украины. Если вы думаете, что там живут исключительно украинцы, которые там любят и уважают свою псевдо-страну, то это не так. Люди все-таки там имеют менталитет русский. I think the war has started before the special operation appeared, and you know, because no one just focus their attention on that. The war was going for like 2014 maybe. Yeah, that's the point. Yeah. And when the Russia just start the operation, everyone just focus on this problem and try to post information that we are aggressors and something like this. But that's not the point. We should analyze the conflict from the beginning. And so who was the aggressor? Was Ukraine the aggressor? I think against the...
push us to do the first step because we have no other choice on that situation. Just to, So why was there no other choice? when Crimea becomes a part of Russia, Yeah. and that law that has appeared in 2014, the American ships with huge weapons on them try to go to Sevastopol to create an military base on the Ukraine territory, and it's just, you can analyze the documents. It was a tent or something like this, and it's American documents, not Russian, and we found it with our friends, and we understand that Crimea become part of Russia because we need to protect our borders. That's my opinion. Where can I find these documents? If you have a YouTube channel, we can post a link to it. Okay. Ну, лично меня это никак не коснулось. Вот. Моих каких-то знакомых, родных, близких тоже. Вот. Поэтому это вот где-то что-то происходит. И ладно. Вы удивлен был? Очень удивлен. Когда это все, перед тем, как началось, да, когда войска были у границы, я думал, как всегда, там, как это, мускулы покажут и о чем договорятся. Да. Но не договорились. Да, вот мое мнение, что сейчас наша страна находится в таком, так скажем, этапе своем, когда еще вот когда, если помните, был Советский Союз, вот, и мы сейчас примерно в такой же стадии вернулись, то есть в прошлое. Вот. Ну, это опять же таки мое мнение, потому что как бы от политики страдают просто обычные люди. Раскол между Россией и Украиной уже, в принципе, давно произошел. Украина взгляд давно был другой, когда еще они отсоединились от СССР, да, это был какой-то 92-й год, по-моему, развал СССР произошел. Да, в 91-м, по-моему. Да, вот, поэтому они отсоединились, хотели отсоединиться, быть своей державой, да, своей страной. А так как у меня много друзей и знакомых, кто с Донецка. А что они скажут? Что они скажут? Что они на это говорят? Да. Ну, они говорят, что виноват Запад. Потому что Западная Украина, ну, вот если, да, там, где Бендеровщина, ну, та часть, это Львов, та сторона, это ближе к Польше, они всегда агрессировали на Донецк и Луганск. У меня даже вот мама, царство небесное, она умерла у меня в прошлом году, год ей в этом году, она с Донецка, и она жила всю детство, там прожила, она вышла замуж за моего папу, это было ей 24 года, и она говорит, мы всегда враждовали. Но между Западной Украиной и Донецком, Луганском у них всегда была разногласия происходили, да. Они друг друга не любили, то есть это моя мама, она 57-го года рождения, то есть это, тогда уже, да, это получается после Великой Отечественной уже тогда были разногласия. Вот, поэтому для меня вот эта вся ситуация, ну, крайне непонятна. Правда. Я не могу понять, что они делили. Я не вдавался в подробности. Мне очень жаль, что это все так происходит. Я очень сильно хотел съездить в Одессу. Хотел Киев посмотреть. Как раз перед всей этой ситуацией в 2014 году, все, что произошло, у меня были планы поехать туда. И потом планы эти все отложились, но, извините, у меня уже на улице 24-й год, да, уже 10 лет прошло. То есть вся вот эта ситуация происходит уже 10 лет. И я там не был, хотя это, грубо говоря, историческая родина, да, это, ну... Ну, хорошо, а вы сказали, виноват Запад по, ну, несколько... Не, я не сказал, что Запад.
Я сказал, я не знаю конкретно. Я говорю, может быть, США виноваты, может быть, они там хотят как-то Россию раздраконить, потому что было в планах же, да, и не один год уже было в планах раздробить Россию, потому что она большая слишком. И я думаю, что и происходит это не просто так, чтобы немножко ее раздробить на какие-то маленькие части Россию. Потому что все равно же есть люди, которые за Запад, да, кто-то за США, кто-то там против США. Там. А я придерживаюсь той политики, чтобы было всем хорошо. Можно сложный вопрос? Сложный? Да. Ну, давайте, грамматически сложный? Нет. Или по смыслу? Политический вопрос. Политический вопрос. Давайте. Как вы относитесь к СВО, например? Я христианка, глубоко верующая христианка. Ага. И к любым таким явлениям на планете Земля я отношусь как к большому последствию грехопадения человека. Греха, да. Да. И с большим-большим сожалением и с большой скорбью отношусь к СВО в том числе. Вот. И очень надеюсь, что это как можно быстрее закончится, как просто, как факт, как явление. Что кровопролитие скоро закончится и уже наступит мир. Да. Я тоже. Нельзя не признавать Бандеру. Нельзя. Это кощунство, это военное преступление. Принятое, извините, в 1945 году на Нюрнбергском процессе. А на данный момент мы видим на Украине, это чуть ли не возводится на уровень Бога. То есть ему призвали сан святого. Да? Не забываем об этом. О чем мы говорим в данном случае? Да. Вы считаете это правильно? Он, конечно, очень спорная фигура. Да, он... В чем он спорная фигура? В том, что он убивал детей и уничтожал села. Ну, я лично не считаю, что там в Украине куча нацистов. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что я не говорю, что там куча нацистов. Я еще раз повторяю, что маленькая группа националистов. Но почему тогда население не выступает против этой маленькой части? Страх. Страх. А вы не думаете, что это возможно, что украинцы просто хотели выбрать путь ближе к Западу, например? Потому что им было привлекательнее? Никогда Украина не сможет выбрать путь к Западу, потому что у нас разный менталитет, у нас разная культура. Абсолютно разная. Никогда они не войдут в Запад, и никогда они не будут западны. Никогда, ни в жизни. И история об этом говорит. Всю свою историю Украина жила за счет России и будет жить за счет России. А вы думаете, что там куча нацистов в Украине больше, чем в других странах? Раньше, наверное, нет. Конечно, были везде. И у нас в России когда-то были. Да. Что тут это лукавить, да? Но это самое. То, что сейчас на Украине, раньше не было. Ну, было мало. Но сейчас действительно, сейчас там это очень много. Это удивительно, насколько это много. Вот, я сам это постоянно наблюдаю, там смотрю в Твиттере, в Ютубе, ну, там, не знаю, там в ТикТоке. Очень много нацистов, очень много свастики, все эти воины СС. Там все эти шевроны продаются на улице, все эти там флаги там, правого сектора, все эти там почитания этого там, Бендеры. Только в России это замечаем, там Европа на это не видит, Европа это не замечает. Самая главная причина для СВО. Да. Знаете, я как-то на эту тему не совсем стараюсь общаться. А вы стараетесь не общаться об этом? Да, потому что такая тема. Да, скользкая, да? Так вы тоже с друзьями это не обсуждаете? Нет, мы как-то стараемся про это совсем не говорить, потому что для нас это был тоже шок, когда все началось. Вот, поэтому даже особо не понимали, почему это произошло. Вот, потому что и за новостями никакими не следили, телевизор практически не смотрим. Ну, потому что не смогли договориться
И Украина и Россия просто не могли договориться. Скорее всего, Запад с Россией, Украина, на мой взгляд, это особо ничего не решало. Их просто используют. И как вы к этому относитесь? Ну, вообще это плохо, то, что вообще все это началось. Как вы видите все это? Ну, конечно, война я ненавижу. И мне очень жаль, что так нужно было. Я вижу какие-то ошибки со стороны Запада тоже. Но все равно, конечно, это всегда плохо нападать на чужую землю. Но вы же понимаете, что Россия не напала, а люди попросили, Луганск и Донецк попросили помощи из-за того, что Киев начал бомбить. Он же с 2014 года их бомбил. У меня там тетя живет в Донецке, да? А тетя это родная сестра мамы. И она говорит, их постоянно бомбили, они постоянно прятались в подвалах, постоянно стреляли. То есть со стороны Киева было постоянно нападение на Донецк и Луганск. Потому что мы Украиной, отделившись в 91 году, до 2014 года не занимались вообще. То есть Запад туда вливал деньги на пропаганду, на усиление прозападных структур власти и так далее. Мы туда ничего не вкладывали. Нам было абсолютно наплевать, как соседняя с нами в прошлом братская страна живет, что о нас думает, какие там политические телодвижения происходят и так далее. Так Запад мог туда лезть как бы из-за того, Да, Запад лез, а мы вообще на это не обращали внимания. То есть мы не пытались дружиться, мириться, еще что-то. Мы видели, что Запад лезет к нашим границам, но при этом ничего не делали. А вот что в чем нужно проблема. было сделать? Свою пропаганду больше распространять или... Что сразу пропаганду? Что пропаганда, это, если что, переводится как мнение. Надо было, да, свое мнение доносить, что нам не надо драться, нам надо дружить, нам надо торговать. Но что украинцы больше взглянули на Запад, это не может быть просто из-за того, что они действительно думали, что Запад более привлекательно для них. Для них нарисовали картинку идеального Запада. На самом деле Запад не везде такой, не совсем такой. На Западе работать надо. Много и сильно. Ну, везде, да. Да, соответственно. Им нарисовали картинку, что вот их сейчас примут на Запад, и все у них будет хорошо, а работать не надо. А люди соскучились по хорошей жизни, потому что в конце Союза, после развала Союза, жизнь, конечно, не сахар была. Да. Вот. Им пообещали, да, что будет как в Европе. Приходите к нам, только в Европе-то это зачем? Поднимать страну из руин. We are not personally on anger for other European countries. We want peace, we want to communicate, and let's not escalate this conflict and just... Опять же, я не против народа Украины, я не против народа Прибалтики. Я вообще не против народов, потому что мы рабочий класс. У нас нет противоречий во всем мире. У нас, как у рабочих людей, обычных людей, противоречий нет. Мы хотим хорошего для себя, для своей семьи, хотим спокойно жить. А вот у руководящих, у них вот уже есть противоречия, которые решаются зачастую за счет нас. Поверните налево, во двор. Вот здесь, да? Да, у первой парады. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, не за что. До свидания. Счастливо. До свидания. Вам тоже. Всего доброго.
Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении.